Друзья мои, я рада вас приветствовать на своем канале, и в этом видео мы продолжаем с вами осваивать различные варианты вязания карманов. И сегодня будем говорить о накладном кармане, но том кармане накладном, который мы не будем пришивать к основному полотну, а мы с вами будем вязать вот такой накладной карман параллельно с основным полотном. Конечно же, самое простое — это связать квадратной формы небольшой кусочек вот такой вот, да, и пришить его. И вот у нас получится с вами настоящий накладной карман. Или пришить по бокам, набрав вот здесь вот дополнительные петли. Но мы не ищем легких путей, мы постоянно чему-то учимся, осваиваем новые способы и варианты вязания. И, соответственно, сегодня мы научимся вязать вот такой вот карман. Вот давайте представим, что я вяжу изделие снизу вверх. У меня это образец вот такой вот. И маркерами я отметила петли, на которых я буду вывязывать карман. Здесь у меня будет начало кармана. И вот так вот наверх, вот туда я буду его вязать. Сейчас я провязываю петли до маркера. У меня это лицевая гладь. И теперь мне необходимо удвоить количество этих петель при помощи накидов. Переношу маркер, делаю накид на себя, да, это важно, на себя. Далее вяжу лицевую петлю. И накиды я делаю перед каждой петлей. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И так я вяжу до второго маркера. Довязала до маркера, переношу его и оставшиеся петли в этом ряду провязываю лицевыми. Разворачиваю вязание. В изнаночном ряду первые 8 петель до маркера я провязываю изнаночными. Переношу маркер. И вот сейчас перед нами изнаночный ряд, но раппорт, которым вяжется карман, у нас будет начинаться именно с него. И этот изнаночный ряд у нас будет первым рядом. Это важно. Итак, в первом ряду я провязываю петли, вот эти вот петли. Здесь у меня уже 28, а не 14 петель за счет накидов. Я провязываю таким образом. Первую петлю изнаночную я снимаю нить, оставляю перед работой. Следующую петлю, это накид в данном случае, который мы выполняли в предыдущем ряду, я провязываю изнаночной петлей. Опять петлю снимаю, нить оставляю перед работой, накид провязываю изнаночной петлей. Петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная. Петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная. Так я вяжу до маркера. До маркера. Довязываю петли, изнаночную снимаю, нить перед работой, изнаночная петля. Вот я довязала до маркера, маркер я переношу, оставшиеся петли в этом ряду, в первом, я довязываю до конца по рисунку. У меня чулочная вязка, значит в изнаночном ряду все петли изнаночные. Поворачиваю вязание. Передо мной лицевая сторона изделия, это второй ряд. Довязываю, ну точнее начинаю вязать до маркера лицевыми петлями. Довязываю до первого маркера. Переношу маркер. Во втором ряду вяжу так. Лицевую снимаю, нить перед работой, лицевая петля. Лицевую снимаю, нить перед работой, лицевая петля. Петлю снять, нить перед работой, лицевая петля. Вот так, чередуя эти петли, я вяжу второй ряд до маркера. Петля снимается, лицевая. Петля снимается, лицевая. Вяжем. Последняя петля лицевая.
Переношу маркер, оставшиеся петли в этом ряду во втором ряду довязываю до конца лицевыми петлями. Поворачиваю вязание. Передо мной третий ряд. Итак, до маркера я довязываю, до первого маркера, изнаночные петли в начале ряда. Переношу маркер. В третьем ряду петли я вяжу, петли кармана я имею в виду, я вяжу так же, как в первом ряду, то есть изнаночную петлю я снимаю, нить оставляю перед работой, следующую петлю провязываю изнаночной, опять изнаночную снимаю, нить перед работой, изнаночная петля, петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная. Так довязываем до маркера, петлю сняли, изнаночная, петлю сняли, изнаночная, петлю сняли, нить перед работой, изнаночная, вяжем до маркера. А вот теперь смотрите, довязав петли кармана до второго маркера, вот у меня осталось на спице 8 непровязанных петель до конца ряда, я их вязать не буду, а я разворачиваю вязание лицевой стороной к себе. Это четвертый ряд. И в четвертом ряду я петли буду вязать так же, как во втором ряду. То есть первую петлю я снимаю, нить перед работой. Вот. Следующую лицевую провязываю. Опять петлю снимаю, нить перед работой. Далее петлю провязываю. Петлю сняла, нить перед работой, петлю провязала. Так я вяжу до маркера. Петлю снять, петлю провязать. Петлю снять, петлю провязать. Вяжем до маркера, довязываю петли кармана, петлю сняла, петлю провязала лицевой. И снова в четвертом ряду я не буду довязывать последние 8 петель, вот эти лицевые. Разворачиваю вязание. Передо мной опять уже вот пятый, ну опять нечетный ряд. И в нем я петли кармана вяжу так же, как я вязала их в первом ряду, в третьем и во всех нечетных рядах. Петлю первую изнаночную я снимаю, вторую петлю провязываю изнаночной. Петлю снять, нить перед работой, изнаночная. Петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная. Так вяжем до маркера. Я довязала в пятом ряду петли кармана до второго маркера. И вот в пятом ряду я приношу маркер и опять вяжу петли до конца ряда. Изнаночные. Довязываю изнаночными петлями ряд. Поворачиваю вязание. Передо мной шестой ряд. С лицевой стороны он у нас располагается. Я вяжу все петли в начале ряда до маркера лицевыми. Переношу маркер. И сейчас буду вязать петли кармана, так как я вяжу их в четных, во всех четных рядах. Лицевую снимаю, нить перед работой. Следующая петля лицевая провязывается. Лицевую снимаю, нить перед работой, лицевая провязывается. Петлю сняла, лицевая. Довязываю петли кармана в шестом ряду до конца. Петлю сняла, лицевую провязала. Маркер перенесла. И вот здесь тоже эти петли до конца ряда я довязываю. Поворачиваю вязание. Передо мной седьмой ряд. В седьмом ряду в начале ряда я петли провязываю до маркера. После маркера петли кармана я вяжу так же, как во всех нечетных рядах, то есть изнаночную я снимаю, нить перед работой. Следующая петля изнаночная. Изнаночную сняла, нить перед работой, изнаночная. Довязываю так до второго маркера.
И вот довязав до второго маркера, в 7-м ряду с изнаночной стороны я эти петли опять не буду довязывать. Опять разворачиваю вязание и приступаю к вязанию петель. В 8-м ряду вяжу их так же, как во всех четных рядах. Лицевую снимаю, нить остается перед работой. Следующая петля лицевая, лицевую снять, следующую провязать, снять нить перед работой, лицевая, петлю снимаем, нить перед работой, лицевая. В конце 8-го ряда я не вяжу вот эти вот петли после маркера, опять не довязываю ряд, разворачиваю вязание, и у меня уже 9-й ряд передо мной. И вот в таком порядке, вот таким вот образом я продолжаю вязать на нужную мне высоту. Сейчас я провяжу несколько рядов, и мы с вами снова встретимся. Таким образом, раппорт для вязания вот такого кармана составляет 4 ряда. И сейчас его вы видите на экране. Поясняю. Итак, в первом ряду изнаночную петлю снимаем, нить оставляем перед работой. Далее изнаночная петля. Так чередуем до конца петель кармана. Во втором ряду лицевую петлю снимаем, нить перед работой. Следующая петля лицевая. И так чередуем все петли кармана до конца. В третьем ряду мы вяжем так же, как и в первом ряду, петли кармана, но не довязываем последние, точнее оставшиеся петли после второго маркера. И в четвертом ряду петли кармана мы вяжем так же, как во втором ряду и во всех четных рядах, но опять же не довязываем петли после второго маркера. Почему мы так делаем? Почему мы чередуем и через ряд лицевой, через ряд изнаночной петли последние после второго маркера, после кармана не довязываем? По сути, карман мы сейчас вяжем с вами, ну, такой полой чулочной вязкой, да, то есть по принципу полой резинки, но при этом вот с изнаночной стороны изделия у нас все петли должны оставаться изнаночными, да, а так, в принципе, это вот полое вязание такое. И как в любом полом вязании, мы в одном ряду петлю провязываем, а в следующем ряду ее снимаем. Таким образом, одна петля у нас по высоте составляет 2 ряда. В то время как в обычном чулочном вязании, да, у нас одна вот эта галочка равна одному ряду. И чтобы уравновесить, сбалансировать вот это полотно и вот это, мы периодически, а точнее через ряд, не довязываем. Вот здесь вот последние петли после маркера, после кармана. И, соответственно, также в изнаночном ряду мы не довязываем через ряд после маркера оставшиеся после кармана петли. И не забываем о том, что раппорт узора у нас начинается с изнаночной стороны изделия. То есть первый ряд в кармане – это изнаночный ряд с изнаночной стороны изделия. Ну и вот смотрите, я провязала вот таким вот способом карман на нужную мне высоту. Ну и теперь, конечно же, напрашивается связать такую планочку из резинки, чтобы карман наш был закончен. Ну и давайте это сделаем. Сейчас я довязываю до первого маркера петельки. Сейчас передо мной второй ряд, ну точнее четный ряд, и начинать вот как раз мы будем резинку, планочку именно в четном ряду. Переносим маркер, у меня будет резинка одна лицевая, одна изнаночная. И первый ряд мы вяжем так, ну точнее вот начинаем резинку так. Первую петлю мы снимаем нить перед работой, далее лицевая петля. Опять петлю снимаем нить перед работой, вот следующая петля у меня будет уже изнаночная. Снимаю петлю, нить перед работой, лицевая. Снимаю петлю, нить перед работой, изнаночная. Ну, то есть вы понимаете, да, что полотно у нас двойное, полое, и вот те петли, которые я провязываю сейчас, а не снимаю, которые провязываю, чередуя лицевую и изнаночную петли, а вот это как раз и будет у нас резинка. Итак, изнаночную я провязала, опять петлю снимаю, нить перед работой, лицевая. Так я вяжу до второго маркера. Довязала до второго маркера, и вот здесь мне нужно провязывать, в этом ряду мне нужно провязывать оставшиеся после
кармана петли до конца ряда. Это всегда видно, вы не запутаетесь. То есть вот в предыдущем четном ряду я не довязывала эти петли. Видите, здесь вот такой вот получился как бы провал, да, между этой частью и этой. Вот он виден, его видно. Значит, соответственно, я буду вязать эти петли. Маркер верну и довязываю. Ну вот сейчас я с изнаночной стороны изделия, это у меня нечетный ряд, я довязываю петли до маркера. И далее я вяжу петли кармана. Мы уже начали вот эту планку вязать резинкой, одна лицевая, одна изнаночная. Я буду вязать так же, как я вязала и до этого. То есть петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная петля. Опять петлю снимаю, нить перед работой, опять изнаночная петля. Вот эти изнаночные, это как бы вот эта часть, внутренняя часть накладного кармана. Изнаночную снимаю, нить перед работой, изнаночная петля. И так я довязываю до второго маркера. Довязываю петли кармана до второго маркера. Петлю сняла и изнаночную провязала. И вот смотрите, здесь видно, что мне необходимо будет не довязывать вот эти вот петли до конца, потому что, видите, вот здесь вот у меня есть две нити, которые соединяют петли кармана и петли основного изделия или образца. И вот видно, что между этой частью и этой нет никакого такого настораживающего промежутка. Поэтому, соответственно, здесь мы продолжаем вот так же не довязывать петли до конца ряда. Поворачиваем изделие или образец лицевой стороной к себе. И этот ряд вяжем так же, как вязали предыдущий четный ряд. То есть петлю снимаем, нить перед работой, и далее вяжем петли резинки. Лицевая петля, опять петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная петля. Опять петлю снимаю, нить перед работой, лицевая петля. Петлю снимаю, нить перед работой, изнаночная петля. Так я вяжу до конца, точнее до маркера. И вот здесь вот необходимо будет не довязывать вот эти петли. Не довязывать. То есть мы продолжаем чередовать и не довязываем периодически петли, потому что здесь у нас все еще продолжается полое вязание. Ну, вот у меня провязано несколько рядов резинкой уже, планка в принципе достаточно, мне так кажется. И сейчас я поворачиваю вязание изнаночной стороной к себе. Мы сейчас будем закрывать петли кармана. Вот эти внешние петли я провязываю изнаночными петлями до маркера. Убираю маркер. И теперь необходимо разделить вот эти петли внутренней и с внутренней и с внешней стороны кармана. Для этого я возьму еще одну дополнительную спицу для удобства. И внешние петли я буду оставлять на этой спице, вот так переносить их. Вот. А внутренние петли на дополнительную пока. Вот так. Опять внешние, с внешней стороны, вот это та, которая резинка. Вот здесь вот эти петельки, которые идут на резинку. Я на эту спицу пока отправляю. Петли с внутренней стороны кармана на дополнительную. И вот так я разделяю все 28 петель. И у меня на этой спице останется 14 петель. Разделяем. Разделила петли, вот там, видите, внутренность нашего кармашка уже. И сейчас те петли, которые я перенесла на правую спицу, верну на левую, для того, чтобы спокойно их закрыть. Быстренько возвращаю все эти петельки на левую спицу и будем их закрывать. Но я буду закрывать спицей. Так здесь удобнее, проще. Так, я распределила петли, перенесла петли кармана на левую спицу. На правой спице у меня сейчас 8 петель. Это те петли, которые относятся к образцу или к основному полотну изделия. И сейчас я буду закрывать петли резинки вот от планки кармана. Итак, я переснимаю первую петлю из 14 на правую спицу. Следующую петлю я провязываю изнаночной и протаскиваю ее сквозь ту, которую я перенесла. Далее передо мной лицевая петля, я провязываю ее лицевой и опять через эту петельку протаскиваю. Опять изнаночную петлю вяжу изнаночной и протаскиваю ее сквозь снятую. И вот таким образом я закрываю все петли кармана.
все 14 петель. Заканчиваю закрывать петли. Нужно закрыть так, чтобы здесь на левой спице осталось 8 петель. Значит, еще одну мне нужно закрыть. Вот таким образом. Все, петли кармана я закрыла. Вот так. И теперь мне нужно довязать оставшиеся петли до конца ряда. Вот их как раз 8. Одну я уже сейчас провязала, закрываю и довязываю до конца. Довязала. И теперь мне необходимо вот эти вот петли перенести вот на эту рабочую спицу, для того, чтобы затем уже продолжить свое вязание, ну, образца или кармана. Давайте сейчас их вместе соединим, эти петельки на спице. И теперь возвращаем вот эти вот 8 петель на рабочую спицу в левой руке. И все, дальше можно продолжать вязание основного полотна, полочки, кардигана или того изделия, которое вы вяжете. Я довяжу образец до конца, еще пару рядочков провяжу, и уже у нас с вами будет готовый результат. Ну вот, довязала образец, закрыла петли, и что же, наш карман готов. Накладной карман, который мы не пришивали, а вязали вместе с основным полотном. Благодаря тому, что мы вязали как бы имитацию полурезинки, точнее полую чулочную вязку, вот, пожалуйста, внутри у нас с этой стороны лицевая гладь, с этой стороны в кармане изнаночная гладь. Ну и также резиночка, одна лицевая, одна изнаночная. Кстати, если вы хотите вязать здесь не одну лицевую, одну изнаночную, по-другому, любую другую резинку, точно так же, разделяя петли, ту часть провязывая, вот как я говорила, а здесь просто чередовать будете лицевые и изнаночные петли по-другому, так как хотите. Ну, я надеюсь, этот мастер-класс был для вас понятен и полезен. Вяжите с удовольствием. До новых встреч. Всем пока-пока.